Сына и Святого Духа. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Я пригласил отца Александра перевести на английский язык. I have invited Father Alexander to translate into the English language. Потому что я заметил, что когда я сам перевожу себя на английский, я путаюсь, забываю, что я только что сказал, и повторяюсь, так что я надеюсь, отец Александр мне поможет. And I have observed that when I give it in both languages, I sometimes get confused and don't remember what I said in which language. Я постараюсь быть краток, поскольку я знаю, что многие надо пойти на работу еще. I'll try to be brief, as I know that many of you need to go to work. Это трудно, потому что столько драматических событий мы слышали в сегодняшнем евангельском чтении. This is very difficult because we heard so many dramatic acts in this morning's gospel. И все эти происшествия, все эти события, которые произошли за 2 дня в Страстной Седмице при жизни Христа, имеют невероятно важное значение для нашей будущей жизни. And all of the events that have occurred over the past 2 liturgical days of Christ's Passion Week have an unnameable importance to our life eternal. Мы слышали сегодня о глубочайшем смирении Спасителя, когда Он мыл ноги своим ученикам. We heard of the depths of the Lord's humility when He washed the feet of His servants. Мы слышали о предательстве Иуды, страшное событие, предать своего учителя. We heard of the terrible and indeed terrifying act of betrayal of Judas against his teacher. И, конечно, евангелист описал нам, как Христос установил главное таинство нашей церкви, святое причастие телом и кровью Спасителя. And of course, and most importantly, we heard how Christ instituted the most holy and mystical supper of His most holy body and blood. В этом описании мы услышим еще раз сегодня вечером, когда будут читаться 12 страстных Евангелий. Нужно понимать не в переносном смысле слова, а в прямом смысле слова Христа. Сие есть, когда Он преломил хлеб и раздал вино ученикам пить, что это было подлинное тело и подлинная кровь Спасителя. And you'll hear this gospel reading again tonight during the 12 Passion Gospels readings. But one of the things I wanted to point out to you is the words that Christ used at the institution, that this is indeed my very body and my very blood. Тут никакой двухсмысленности нет, дорогие братья и сестры. Христос прямым текстом сказал, что это и мое тело, и моя кровь. И если кто-то среди нас не верит, когда мы причащаемся хлебом и вином, что это тело и кровь, он обманывает себя, не может считать себя православным христианином. And we can see that there is no two ways to understand it. That Christ says indeed that this is His body and this is His blood. And those of us who deny that, reject that, or have doubts in that, we can hardly call ourselves Orthodox Christians. Церковь с первого дня своего основания, верующие собирались, апостолы сперва, их ученики собирались на трапезу божественную постоянно. From the very early days of the church, the apostles firstly, and then the other followers of Christ would gather together at the trapeza, at the divine meal, and fulfill this Eucharist. И апостол Павел, и апостол Петр, они развивают в своих посланиях это учение Христа о теле и крови. And you'll see in the writings of Saint Apostle Peter and Saint Apostle Paul that they write greatly and many things about this holy sacrament.
И апостол Павел тоже в сегодняшнем послании говорит о том, что если мы едим и пьем тело и крови Христа не подготовлены, мы тогда причащаемся в осуждении себя, а не во спасении. And we heard in today's apostle reading from the writings of St. Paul, those of us who receive communion unworthily of Christ's holy body and blood without due preparation do it under our condemnation. Мы должны готовиться всегда, когда мы собираемся причащаться святых Христовых тайн, но готовиться не только прочтением каких-то молитв, но своей жизнью, своим покаянием, потому что это единственный способ нам очистить свою душу. And when we are preparing for Holy Communion, to prepare worthily, it does not mean that you read certain prayers or you fast from a certain period of time, but that you are preparing through how you live your life. Например, когда мы собираемся идти в гости к уважаемому человеку, известному человеку, скажем, какому-то вельможе или королю, допустим, или президент нас пригласит себе в Белый дом. Мы же не пойдем в рабочем виде, мы помоемся, мы оденем хороший костюм, потому что идти в такое место – это великий почет с светской точки зрения. And from the earthly perspective, we can understand this more clearly. If we were invited to be the guests of a great man or woman, a president, a leader, an authority, we wouldn't go in our dirty clothes covered with filth. We would wash ourselves, we would cleanse ourselves, we would put on our good garments. And if we do that for an earthly leader, how much more should we do it for our heavenly King? Да, действительно, когда мы готовимся к причастию, мы должны за несколько дней понимать, что мы будем участвовать в величайшем деле, и должны уже заранее к этому готовиться. And so in the days before we receive communion, we must prepare ourselves and understand that the greatness of this sacrament should be met with all our attention. И вы помните в молитве перед святым причастием, который священник читает нам в воне, держа чашу в руке, он говорит, что я не как Иуда подхожу, Господи, не дай мне подойти, как Иуда подошел к себе, предав Тебя. Мы должны всегда помнить, что этот Иуда отвернулся от Господа. И мы своим недостойным поведением или недостойным приятием святого причастия можем уподобиться Иуде. And we hear, as we are approaching the chalice, the priest reading that holy prayer, that receive me, O Lord, today as a communicant, but not as Judas the betrayer, but as faithful servants. Because as you know, that in our lives, as Judas turned away from Christ, we, through our sins, can turn away from God. И, конечно, не только надо готовиться к святому причастию постом, молитвой и покаянием, но после причастия мы должны беречь свое тело, потому что оно соединилось телом и кровью Спасителя. То есть мы должны делать все возможное, чтобы не участвовать в каких-то увеселительных мероприятиях в этот день, а размышлять над тем, что мы соединились с Богом, мы приобщились к Богу и должны спокойно, молитвенно провести тот день причастия. And as we prepare through prayer and fasting and good works for the reception of the Holy Eucharist of God, we must be careful to maintain what we have received with all due diligence. We should avoid parties and other great feasts where we can forget about the great gift that we received of God.
И вот таким образом мы должны себя вести последующие несколько дней. Великий Четверг, Великую Пятницу и день Великой Субботы, который именуется на церковном языке День Великого Покоя. And in that spirit, I exhort all of you to take great care of your souls, having received Christ in His fullness in His body and blood, that you do not lose what you've been granted for Great Thursday, Holy and Great Friday, and Great Saturday, the day of Christ's rest. Так что помогай нам, Господь, вот таким образом провести эти дни, если нам удастся воздержать свой язык от всякие злые глаголы, стараться сохранить свое тело в чистоте, я имею в виду плотскую чистоту, не просто чистоты тела, в смысле мытья ее, а просто держать, не заглядываться на лиц другого пола, стараться делать все возможное, чтобы сохранить свои глаза от греха и язык. Тогда, дорогие братья и сестры, радость Пасхи откроется нам с новой глубиной. So let us now earnestly strive towards receiving the Lord in our hearts at Holy Pascha worthily by keeping our mouths still from lies and from harsh words, our ears from evil discussions, to be listening to such, from our eyes wandering into impure glances, that we should prepare ourselves as much as we can to worthily receive Christ, and in doing so, a great mystery will be opened unto us. Аминь. Аминь. Благословение Господне на вас, Его благодатью и человеколюбием, всегда ныне